Всем доброе утро, друзья! Сегодня я нахожусь на реке Северский Донец, и вышел я сегодня ловить головля. Со мной мощное удилище флагман 728 Thunder Max. Взял я его для того, потому как поднялась уже трава, и нужно будет при поклевке головля быстро вывести на поверхность. Поэтому использую мощное удилище. Катушку взял Shimano Rarenium 2500, намотал на нее леску 0,2. Для того, чтобы пробка, когда рыба не клюнула, жука возвращаешь назад, пробка немного крутит леску. И чтобы не покрутила нитку, поставил недорогую дешевую леску. Сегодня буду ловить на пробку. Видео перед этим на канале мы заливали. Можете посмотреть, как это делается, не будем повторяться. Буду ловить на майского жука. Использовать наживку майский жук. И еще у меня есть пару стрекоз. Попробуем на стрекоз половить. Поставил небольшой тройничок при ловле на майского жука. Буду использовать тройник. Как насаживать жука, это все скажу позже. Сейчас я собрал свои снасти. Я увидел пару всплесков рыбы, поэтому не будем затягивать. Приступим к ловле. Насадим первого жука. Вот мой тройничок и жук. Нужно аккуратно насадить жука в районе пузика одним из крючков. Пробить аккуратно так, чтобы он остался живой. Очень важно, чтобы лапки продолжали шевелиться, когда он будет на воде. Только тогда голавль клюнет. Обязательно насадить жука так, чтобы он был живой. Чтобы при проводке он шевелил своими лапками. Вот особенно перспективные такие места с нависшими деревьями. Там может стоять голавль. Сейчас сделаю сплав под этим деревом, посмотрю. Пока пробка сплавляется, делает свое дело, скажу пару слов, почему я использую именно пробку при ловле головля. Потому что это бесплатно, ты сделал ее своими руками. Не нужно покупать поплапопер. И именно актуально сейчас в карантин, когда еще нужно заказать по новой почте, рыболовные магазины закрыты. Второе, пробка не отпугивает рыбу. Она такая цвета не яркого. У меня даже были случаи, когда голавль бил по пробке, а не по жуку. Было обидно, когда крупный голавль подошел и бил по пробке вместо жука. И еще один немаловажный момент, то что под пробку ты сам подбираешь огрузку свинца, ее отгружаешь под тест своего удилища. Можешь маленький грузик поставить, можешь больше, чтобы дальше бросить. Ну и, соответственно, смотришь тест своего удилища, которым ты ловишь данную рыбу. Что-то я заговорился, пробку уже не видно. А вот она как раз сейчас подошла к завалу. Такое место, вот под противоположным берегом завал. Вот именно там за завалом как раз сейчас могут стоять головли. Перед завалом течение ослабевает, а за завалом начинается сразу струя. И вот там он стоит и поджидает всякий мусор, жучков, стрекозок. Сейчас попробую вдоль завала провести и вывести на то место, где я больше всего ожидаю поклевку. Вот еще, друзья, пару советов при ловле головля с плавом. Очки поляризационные, как всегда, они очень нужны. Как бы видно, где рыба кормится, когда какой-то насекомое упало в воду. А бывает, головль просто стоит, не кормится под поверхностью. И тогда в очках вы можете тоже заметить, где он стоит, и в том месте провести жука. И еще один такой совет. Если вы смотрите, выходов нет. Возьмите просто жука, бросьте по течению, и пускай он плывет. Если там находится головль, он его возьмет, и вы поймете, что вот в том месте он держится. И тогда запускайте своего жука в то место, где был всплеск. Собака. Ты волк или собака? Переплыла собака только что с того берега ко мне, поздоровалась и назад побежала. Вот кино. Распугала всего головля. Друзья, будьте осторожны, сейчас после дождя роса, сыро и много клещей. Вот сейчас я поймал одного клеща, так что лучше
заправляют штанины в носки, чтобы они под штаны не залезли. И постоянно проверяйте ноги. Очень много клеща. Друзья, проехал где-то с километр уже, пока не было еще ни одной поклевки. Сплавлял жука в разных местах. Головля пока не видел. И в всплесках на воде тоже нет. Поэтому нужно активно перемещаться, искать рыбу. Пока найду рыбу, а там уже буду ее ловить. Вперед! Голавлика стоит под противоположным берегом, вон они небольшие. Сейчас попробуем поймать. Друзья, сегодня я ловлю головля на реке. И у нас также добавился новый подписчик, мы с ним немножко пообщались, за что он ловит. И он просил передать привет. Стас из города Городовиковска, большой тебе привет от канала Spinning Only и лично от меня. Друзья, сегодня я ловлю головля на майского жука и на стрекозу. Но существует много способов ловли головля. Можно их ловить и на вращающиеся блесна, можно также на колебалки. Еще один способ такой, раньше я тоже так практиковал, ловил ночью головля на усы. Особенно хорошо этот метод работает после дождя, когда прошел дождь и мыши переплывают реку. Головль обычно питается ночью мышами. Такое от полкилограмма уже может хорошо заглотить мышу. И нужно знать такие места, где мыши переплывают с полей после дождя, и там ловить его попером на усы ночью. Если вам будет интересна такая ловля, я могу попробовать половить и снять такой ролик. Оставляйте комментарии. В Англии, кстати, головля и называют mouse fish. Там его на мышей, также на искусственных, очень успешно ловят. Еще его ловят на вишню в Англии. Так что много разных насадок и много различных способов ловли этой красивой рыбы. Головля лучше ловить в безветренную погоду, чтобы хорошо контролировать сплав вашей пробки, чтобы ее было далеко видно. И саму поклевку головля, всплеск, лучше видно, когда на воде нет ряби. И также сегодня я использую леску, для того, чтобы не крутила. Нитка крутит, а леску не так жалко. И сейчас уже начинает, скоро тополиный пух пойдет, и с леской легче это все проходит, пух. Вижу перед собой стайку некрупных голавчиков. Сейчас им под нос попробуем запулить. Посмотрим, среагирует или нет. Крутится возле жука, но не берут его пока что. Головли, сами головли не крупные. Опа! По-моему, или поклевка была. Пока что по поплавку не видно, чтобы была поклевка. Они там крутятся, но без поклевки. Бобры так грызут дерево, если бы головли так грызли майских жуков. Что-то здесь, друзья, с птицами происходит. Какие-то они раненые. Что вы можете сказать по этому поводу? Непонятно, что с ними. Птицы здесь какие-то не летают, сидят. Есть маленький голавлик, клюнул. Еще много здесь пуха.
Поэтому неудобно. На кончик пух набился. У нас удилище мощное, можем поднимать. Вот и первая рыбка. Голавчик такой небольшой. Клюнул на крючка. Сплавом метров 100 сплавил, и он клюнул. Когда-то здесь, друзья, у меня был прикол на этом месте. Клюнул у меня голавлик, я его тянул, и его щука схватила. Голавлик был такой грамм 300, и тут щука влетает в глубине кладки, его схватила, держит. Ну, в конце концов борьба была, щука уходит, но головля я все-таки поймал. Вот, друзья, что я вам говорил насчет пуха. Сейчас вот поставь сюда нитку, и она набьется, испортится. А так леска, вот пух собирается, а потом его по чуть-чуть распушиваешь и освобождаешь. Сейчас я вам покажу, как собирать майских жуков. Попался жук-бронзовик. Тоже пойдет на головля. Какая-то небольшая рыбка клюнула на стрекозу. Клюнула с большого расстояния. Ну, я увидел поклевку. Но что-то очень маленькое. Мне что-то кажется, что это красноперка. Я уже подтягиваю. Так и есть. Красноперка засеклась на двойничок. Сейчас оденем нашего жука аккуратненько под самый краешек, чтобы он живой был. Вот так. Попробуем еще раз. Есть головленок. Крупного пока нет, но небольшой клюнул. Смотрите, как он съел жука. Вот какой голавлик. И жук там у него в пасти еще живой, лапками шевелит. Вот. Здоровается с нами. Пока что такие головлята клюют, друзья. Но снасть рабочая, рыбу ловит. Так, друзья, по-моему, только что съел голавлик жука. Опа! Да-да-да, так и есть. Под самым бережком клюнул. Там идет обраточка. Оп-оп, хочет уйти в травку. Вот он уже его подвел уже. Вот он, красавчик. Красноперый красавчик. Вот он какой. Вот такой голавлик. Вот. Такой красавец. Видите? А этот съел жука. Ой-ой-ой. Жука он, значит, выплюнул. А крючок у него засекся, двойничок в пасти. Сейчас мы его аккуратно отпустим. Иди расти. Друзья, сейчас я подошел. Здесь немного обрывистый берег. И там вот внизу коряшка. Там под ней стоят головли. Я немножко посидел.
бросил жука, понаблюдал. Они поднимаются, хватают жука и опять уходят на глубину. И вот я сейчас не хочу подходить близко, метров 10 от берега, даже можно присесть, чтобы замаскироваться, и попробовать туда, под ту нависшую ветку, под коряшку, под ту, вот сделаю заброс. Это недалеко от берега, и возможно голавль клюнет. Сейчас посмотрим. Я в очках. Вот, друзья, подошел голавлик, крутится под жуком. Проплыл, пытается что-то, но не взял. Эх, надо было ставить 0,17 флюрокарбон, раз такая рыба не крупная. Она, возможно, пугается лески. Леска кольцами взялась немного. И, скорее всего, будет лучше одинарный крючок, тонкий флюрокарбон. Но если клюнет трофей, конечно, он уйдет. Вот нужно выбирать. Либо ловить мелких, либо охотиться за трофеем. Я выбрал охоту за трофеем, а клюют мелкие. Так, жук живой. Немножко ближе подойду. Ой. И присесть, друзья. Маскировка при ловле головля один из важных элементов. Меньше двигаться, присесть и быть желательно в темной одежде или в зеленой под цвет природы, такой, как сказать, камуфляж лучше всего будет. Вот сейчас головль подошел, понюхал. Ну, крутятся, не крутятся, но что-то они там заподозрили неладное. Хотят съесть. Вот лапками он шевелит, жучок, все, он живой, но они не берут. Попробую еще разок. Если не возьмут, просто оставлю их и пойду искать других. А так как они уже насторожились, с первого раза не взяли. Вот, друзья, вот это уже хороший голавль клюнул. На фрикционе тяну его. Вот он, вот он. Ох и бойкий. Хочет в куст уйти. Ох, сошел. Ёшкин. Друзья, упустил. Килушка точно был. На фрикционе тянул, палка гнулась. Все, взял, отлично. Он раз его попробовал. Тюкнул, но не взял. Потом буквально метров 5 прошел и опять взял. И сошел. Ну, бывает. Но на ультралайт бы я такого на 0,17 не вытянул. Это голавль больше килограмма был. Сход. Не очень удобное место, друзья. Но опять же, вот здесь только что был сход хорошего головля. Очень хорошее сопротивление. Но неудобное место. Был бы здесь какой-то выступ, я бы вышел бы, его не спеша взял. А так мне пришлось форсировать. Он завел в камыш, и я его под его весом начал прорывать через камыш. И он ушел. Что ж поделаешь. Друзья, по-моему, только что была поклевка. Если я не ошибаюсь. Но пока я не вижу, чтобы леска натягивалась, я попробую подсечь. Не, пусто. Привет, пес. Как дела? Привет, иди сюда.